you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые планарные полноразмерные наушники открытого типа от компании Sandy Audio стоимостью $494. И приходят эти наушники в очень большой по габаритам коробке, где на лицевой части здесь имеется зарисовка самих наушников, есть логотип компании и указано название этой модели Apollo Pro. И да, как вы, наверное, уже догадались, это обновление первой версии, вышедшей пару лет назад, которой у меня не было, но тем не менее послушать эту новинку мне было очень интересно. Ну и за звук в этих наушниках отвечает планарный излучатель диаметром 78 мм с нанокомпозитной диафрагмой толщиной менее 800 нанометров, а чувствительность составляет 93 дБ, и они получили сопротивление 27 Ом. И на раскачку эти наушники будут очень тяжелые. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 3,5 мм и балансным штекером на 4,4 мм джек. Адаптер с 4,4 мм джек на 3,5 мм. Адаптер с 3,5 мм на 6,35 мм. Мешочек для хранения кабеля. Сертификат качества. Ну и большой фирменный кейс для хранения наушников. Эти наушники получились довольно крупные, весят они около 354 грамм и имеют открытый тип конструкции с использованием здесь вот такой вот металлической сетки в стиле солнечных лучей. А вот чашечки тут были выполнены из отборной древесины Zebrana, и смотрится все это, на мой взгляд, прям очень хорошо и дорого. Но тут у них располагается стандартный разъем 3,5 мм для подключения кабеля, а вот оголовье здесь было выполнено уже в комбинированном стиле. Сверху идет классическая для этого бренда металлическая основа, которая собственно отвечает за общий каркас, а еще здесь используется ремешок из натуральной кожи ягненка с использованием вельвета на внутренней части. И по сути именно он и берет на себя весь основной вес этих наушников. Да и система регулировки, ребята, здесь конечно же у них очень удобная, очень плавная и как всегда с огромным запасом для абсолютно любого размера головы. И обратите внимание, что тут еще есть маркировка каналов и даже нашлось место для логотипа компании. Ну и амбушюры у них прям очень большие, глубокие, внутри у них имеется маркировка канала и они были выполнены из кожи с использованием вельвет материала, за счет чего они ощущаются тактильно очень приятно и не перегревают уши даже сейчас в летнюю жару. Плюс внутри самих амбушюр используется очень плотный наполнитель, который прекрасно держит свою форму и после использования сразу возвращается в свое исходное состояние. Но с посадкой у этих наушников все буквально превосходно. Причем несмотря на то, что весят они в целом-то немало, тем не менее ничего нигде не давит, посадка крайне уверенная, комфортная, и даже спустя несколько часов прослушивания музыки я вообще не чувствовал какого-либо дискомфорта. Так что с эргономикой здесь, на мой взгляд, полный порядок. Впрочем, давайте честно, другого от этого бренда и не ждешь. Ну а послушав эти наушники с разными источниками, я пришел к тому, что они очень-таки непростые на раскачку. И серьезно, друзья, но к моему удивлению, эти наушники оказалось сложнее раскачать, чем мои любимые планары Sandy Audio и Gret. А это, на секундочку, я вам напомню, не так давно вышедший флагман этой компании. И вот когда я подключил Apollo Pro к действительно мощному и стационарному источнику, то я был очень удивлен, насколько будет большая разница в сравнении с, например, вот таким вот SAP-усилителем Topping G5. И они сразу начали играть прям заметно свободнее, появилось больше динамики, контроля, масштабности и воздуха. Да и стоит сказать, что звучат они уже в таком случае совершенно иначе. И хотя я не слушал первую версию Apollo, но эти наушники, ребята, меня по-настоящему впечатлили. И в первую очередь за счет своего очень сбалансированного, невероятно детального, чистого и при этом очень эмоционального
зрелого характера. И сразу вам скажу, что низкие частоты у этих наушников безусловно обладают умеренным количеством саббаса и уже более подчеркнутым мидбасом, который получился панчевым, быстрым и очень задорным. И это очень такой точный, собранный и прекрасно контролируемый аудиофильский бас, который делает ставку не на какое-то там огромное басхедное количество, а именно на качество, где есть отличная текстура, хороший контроль, причем настолько, что бас вообще никогда не наползает на середину и всегда остается максимально разборчивым, благодаря чему даже уже какие-то насыщенные композиции звучат очень аккуратно и естественно. При этом по восприятию он ощущается таким упругим и энергичным, отлично передает ритм композиции и всегда сохраняет свою собранность даже в самых быстрых и тяжелых треках. И именно за счет такого характера бас здесь воспринимается очень правильным и взрослым, без какой-либо там искусственной накачки или попытки впечатлить вас исключительно количеством. А вот серединка здесь прям насыщенная, эмоциональная, но при этом, ребята, она очень комфортная. Да, она не такая нейтральная, сдержанная, как, например, у Sandy Audio и Gret, а более такая подчеркнутая и вовлекающая. Но при этом она тоже прям великолепно раскрывает вокал с хорошей прозрачностью, отличным весом, натуральными тембрами и прекрасной динамикой. Голоса звучат очень живо, а инструменты отлично разделяются между собой. Поэтому с этими наушниками можно совершенно спокойно слушать как тяжелые жанры, так и что-то более легкое, спокойное или инструментальное. При этом середина здесь, ребята, обладает очень хорошей плотностью и телесностью, благодаря чему вокал и живые инструменты воспринимаются максимально естественно и эмоционально. Ну а сама подача словно постоянно удерживает ваше внимание и буквально заставляет вас с огромным интересом вслушиваться в музыку. В общем, на мой взгляд, середина здесь получилась действительно прекрасной для абсолютно разных музыкальных жанров, поскольку она прозрачная, обладает быстрыми переходными процессами и дает вам буквально все необходимое, чтобы в полной мере вы могли анализировать и наслаждаться музыкой. А вот высокие частоты прям очень техничные, детальные и чистые, но при этом, к моему удивлению, очень комфортные и подаются вообще без какого-либо утомления. И это по сути такой очень точный верх, который прекрасно раскрывает все микронюансы записи, добавляет огромное количество воздуха и при этом вообще не скатывается в какую-то резкость или излишнюю яркость. Поэтому слушать эти наушники можно действительно очень долго. И мне особенно понравилось то, вообще насколько хорошо здесь передаются всякие мелкие детали, вроде послезвучий тарелок, ревербераций, дыхания вокалиста, тихих каких-то эффектов на фоне и других разных нюансов. И все это, конечно, уже на более простых наушниках может просто потеряться. Но, ребята, не в этом случае. При этом высокие частоты здесь никогда не лезут излишне вперед и не пытаются постоянно привлекать к себе внимание. А звучат они здесь очень естественно, чисто и аккуратно. Как и должно быть. Я вообще думаю, что это именно тот верх, который я жду в планарных наушниках, а именно предельно быстрый, прозрачный, с отличной протяженностью и тем самым ощущением легкости, благодаря чему музыка воспринимается более открытой, живой и насыщенной разными деталями. Ну и звуковая сцена здесь получилась реально очень широкая, свободная, легкая по восприятию и с прекрасным позиционированием, за счет чего каждый инструмент занимает свое место, между ними ощущается огромное количество воздуха, ну а сама подача получается очень такой объемной и открытой по вашему восприятию, благодаря чему музыка воспринимается в этих наушниках максимально естественно. И вот это ощущение пространства здесь буквально сразу привлекает внимание, потому что звук здесь не собирается у вас где-то в центре головы, как в более темных или закрытых наушниках, а наоборот будто раскрывается вокруг вас, да так, что инструменты хорошо разделены не только по ширине, но и по глубине. Поэтому сложные аранжировки в этих наушниках, ребята, слушаются прям очень легко и ничего вообще никогда не превращается в какую-то кашу. И уже в оркестровой музыке, живых концертах, джазе и просто каких-то хорошо записанных треках они создают максимально приятный эффект присутствия, когда ты буквально начинаешь лучше ощущать пространство самой записи и расположение самих музыкантов. В общем, со сценой, как и стоило ожидать, здесь, ребята, все в полном порядке.
Ну и в итоге я пришел к тому, что Sandy Audio Apollo Pro это без всяких сомнений потрясающие планарные наушники открытого типа, которые точно понравятся всем любителям поистине аудиофильского, детального, супер чистого и техничного звучания. При этом они не уходят в какую-то сухую, скучную аналитичность, а наоборот умеют очень эмоционально и крайне увлекательно подавать музыку. Поэтому лично для меня Apollo Pro оставили после себя исключительно положительные впечатления. И серьезно, друзья, но я даже не знаю, о каких минусах тут можно говорить, ведь на мой вкус в них все сделано было просто идеально. И поэтому от себя я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.